2 ноября, воскресенье. Жесть, как время летит. Даже здесь, на канале Каца, я уже более чем 1,5 года снимаю сводки. Между тем, внимание к фронту сейчас, как мне кажется, даже больше, чем летом. И да, забыл сказать. Всем привет, это Руслан Левиев с очередной сводкой с войны. Главной темой войны прошедшей недели является, безусловно, Покровск. Ситуация продолжает плавно ухудшаться. Даже если посмотреть карты украинского мониторингового проекта Deep State, там почти весь город находится уже как минимум в серой зоне. Регулярно приходят видеозаписи с присутствием российских солдат и на восточных окраинах, например, в граничном с городом поселком Рог, и на северных границах города. И что еще хуже, российские военные начали появляться на окраинах села Гришин, которое находится к северо-западу от города. От Покровска в сторону центральной части Украины идут две дороги. Основная на Павлоград и дорога чуть поменьше, через Гришино, у которой дальше есть развилка на Доброполье и в сторону центра Украины. Теперь во всем районе Покровска нет дорог, где бы не появлялись российские солдаты. Я уж молчу про беспилотники. Появляются в районе дорог, это не значит, что они дороги прям физически перерезаны. Там нет условных российских блокпостов или опорных пунктов. Но шанс попасть в российскую засаду там уже далеко не нулевой. Поэтому транспорт фактически больше недоступен. Но разве что только с расчетом на то, что в случае чего будешь с боем прорваться в город или из города. А так, все снабжение, вся логистика, подвоз боекомплекта либо пешком, либо на наземных сухопутных беспилотниках. Я вижу, что многие задаются вопросом, а можно ли отбить город? Можно ли зачистить его? Считаю, что нет, невозможно, ресурсов для этого украинской армии сейчас нету. Сейчас для украинской армии речь идет о том, чтобы сохранить жизни максимальному количеству солдат и не допустить их блокировки и полуокружения. По крайней мере, я считаю, что речь должна идти об этом. Но, возможно, Сырский считает, что важнее максимально оттянуть момент окончательного захвата города. Под конец недели появились кадры некой операции украинской военной разведки в Покровске. И выглядело это как в кино или компьютерной игре. 2 вертолета Black Hawk прилетают на окраины Покровска, высаживают армейский спецназ и улетают. Что за операцию они проводят, я не имею ни малейшего представления. В интернете среди украинских телеграм-каналов ходит предположение, что спецназ ГУР прилетел, чтобы заняться разблокированием путей и логистики в город. Но я не представляю, как такую задачу можно выполнить силами 2 групп спецназа. Судя по видео, каждый вертолет десантировал где-то по 10 человек. Да и вместимость десантного отделения этой модели вертолетов как раз 11 человек. Ну, допустим, они 22 спецназовцев привезли. Что они могут сделать? Речь же не про то, чтобы просто зачистить пару дорог, и не про то, чтобы взорвать какой-то опорный пункт. Даже если они займут позиции вдоль ключевой дороги, кто будет сдерживать натиск российских солдат с юга? Как бороться с беспилотниками, которые и за этими спецназовцами тоже будут охотиться? Причем момент прилета Black Hawk'ов на окраины Покровска даже попал на кадры одного из российских беспилотников «Ждунов». Ждунами в контексте беспилотников называют те дроны, которые постоянно сидят где-то в районе дороги и ждут, когда по ней поедет техника, чтобы ударить по ней. Более того, Z-каналы заявляют, что якобы большинство десантировавшихся спецназовцев эти самые российские дроны уже и убили. Даже показывают очень плохого качества видеозаписи с беспилотников, где видны удары по каким-то солдатам. Но невозможно сказать, связаны ли эти два этих события. Это те самые спецназовцы или какие-то другие солдаты? О том, какая в Покровске, прямо скажем, жопа с беспилотниками, красноречиво говорит видео из камеры одного из украинских военных. На видео он вместе со своим сослуживцем забегает в одну из построек, чтобы укрыться от летящего в их сторону дрона. Этот дрон вылетает в стену здания, где они укрываются. А за ним второй. А дальше третий. 4-й. 5-й. И там такая частота ударов беспилотниками, что укрывающиеся украинские военные даже не успевают заканчивать фразы. И вот чем в такой ситуации могут помочь 2 группы армейского спецназа? Сама операция прошла еще в среду, судя по всему. Потому что в среду ряд украинских телеграм-каналов написал сообщение в духе: «Ого, ничего себе, какую операцию проводит ГУР. У них есть яйца». И тогда еще было непонятно, о чем речь. И только под конец недели появилось видео. Когда мы обсуждали это видео на летучке, я предположил, что, может быть, они какого-то особо важного человека из опасной зоны таким образом эвакуируют. Или наоборот, сопровождают прилет в Покровск кого-то высокопоставленного. Ну мало ли, вдруг Сырский решил показать на камеру, что лично он в Покровске. Вот есть сообщения в отдельных украинских телеграм-каналах на уровне слухов, что лично глава украинской военной разведки Кирилл Буданов находится в Покровске и руководит операцией. И в принципе, это на него похоже.
Я помню кадры, как Буданов лично участвовал в рейде то ли в Белгородскую, то ли в Курскую область. Так что для него не впервые в роли главы военной разведки лично участвовать в какой-то военной операции на земле. Тогда кадры с прилетом Блэк-Хоуков становятся вполне понятными. Это сопровождение, охрана генерала Буданова. Если, конечно, слухи про его пребывание в Покровске верны. От ситуации в Покровске зависит положение дел еще и в соседнем городе Мирнограде, потому что все снабжение украинских сил, находящихся в нем, шло также через Покровск. Теперь приходится все доставлять пешком, а идти там 15 и более километров, что в условиях зоны боевых действий может занимать не один день. Теперь общевойсковая армия Вооруженных сил России, которая в какой-то момент сначала смогла восстановить большую часть периметра Добропольского прорыва, а потом не удержала его, теперь пытается удержать горловину этого выступа и атаковать по направлению на Покровск со стороны Красного Лимана. А большая часть территории бывшего Добропольского прорыва уже зачищена. Кучеров Яр освобожден. Издание «Украинская правда» пишет, что вопросу зачистки Добропольского прорыва было уделено много внимания. И ради этого выделили ресурсы из резервов главкома, а именно десантников и штурмовиков. И пока медийно все были отвлечены на Добропольский прорыв, российские военные усилили проникновение в Покровск. Когда про Покровск стали опять много писать, в тот момент украинские силы пытались выстроить оборону города в его северной части, используя железную дорогу как опорную линию. Но эта попытка не увенчалась успехом. И ситуацию дополнительно осложняет то, что российские военные готовы послать операторов-беспилотников прямо на передовую, чтобы они оттуда запускали дроны. И вот появилось видео из центра Покровска, где мы видим оператора российского беспилотника, который запустил его из одного из полуразрушенных зданий в центре. Предполагается, что обычно операторов беспилотников держат все-таки где-то в относительно недалеком тылу, чтобы не рисковать ими. Но, видимо, у российской армии есть те группы дроноводов, которых не жалко. Основные территориальные продвижения российских сил происходят по-прежнему в Днепропетровской и Запорожской областях, там, где они граничат с Донецкой областью. Российские военные продолжают двигаться вдоль реки Янчур с общим направлением в сторону поселка Покровска Днепропетровской области. И поскольку начался новый месяц, традиционно вышел очередной отчет Deep State об изменениях линии фронта за октябрь. И вот по их подсчетам, 69% всей захваченной Россией за октябрь территории приходится как раз вот на это направление в районе реки Янчур, которое я сейчас назвал. Авторы проекта отмечают, что темп продвижения российских войск остался плюс-минус такой же, как был в сентябре. От себя отмечу, что подсчет территориальных изменений всегда опирается на вопрос трактовки того или иного видео. Что считать серой зоной, а что контролируемой. Как всегда, призываю не делать каких-то долгосрочных прогнозов, исходя из статистики 1-2 месяцев. Тем более, что из-за ситуации на войне в этом месяце вполне могут схлопнуться Покровский и Купинские карманы. И вот тогда статистика за месяц резко вырастет, а потом снова упадет. Россия продолжает наносить удары по украинским городам и особенно по объектам энергетической инфраструктуры. Украина, в свою очередь, тоже отвечает ударами по энергетической инфраструктуре России. Причем тратит на это ракеты «Нептун», которые мы очень редко видим. Например, заявляется, что по Орловской ТЭЦ ударили именно «Нептуном». Напомню, что «Нептун» — это украинская крылатая ракета. И изначально она противокорабельная. Помните затонувший крейсер «Москва»? Вот это заслуга «Нептуна». Затем «Нептун» начали применять и по сухопутным целям, а впоследствии сделали 2 модификации «Нептунов» с увеличенной дальностью. И это было еще до всяких ракет «Фламинго». Позавчера появилась статья агентства Рейтер, в которой приводится комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Он говорит, что за последние несколько месяцев Россия применяла по Украине ракету 9М729 комплекса «Искандер». И вот это бомба. Нет, в смысле, 9М729 – это ракета, а вот новость про ее применение – это бомба. Постараюсь простыми словами объяснить, почему это так важно. Приготовьтесь к небольшому историческому экскурсу с отсылками еще к недавнему фильму «Дом из динамита», вышедшему недавно на Netflix. Еще в конце 80-х Горбачев и Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вы могли часто слышать про него в новостях, где его называют, договор РСМД. Согласно этому договору, 2 страны договорились не производить, не испытывать, не развертывать, а также ликвидировать имеющиеся запасы ракет малой и средней дальности. Малая дальность в рамках этого договора – это от 500 до 1000 километров. Средняя дальность – это от 1000 до 5500 километров. 2 страны понимали, что страх обезглавливающего удара такими ракетами может привести мир к ядерной войне. Что еще за обезглавливающий удар такой?
Это удар, целью которого является физическое уничтожение военного и политического руководства страны, чтобы тем самым нивелировать угрозу, исходящую от нее. И вместо того, чтобы уничтожать по отдельности каждый танк, каждую бронемашину армии противника, вы разом убиваете большую часть руководства. А армия без руководства уже практически не представляет угрозы. За времена Холодной войны две страны накопили большой ядерный арсенал, а также систему отслеживания пуска ракет. Каждая из сторон готовила сценарий ответных ударов, если она вдруг окажется под атакой. В рамках таких сценариев предполагается в том числе вариант мгновенного ответного удара еще в тот момент, когда вражеская ракета до вас не долетела, а еще летит. Это важно, потому что неизвестно, какой урон может принести летящая на тебя ракета. Вдруг, когда она взорвется, у тебя уже не будет возможности запустить ответный удар. Поэтому надо успеть запустить ответный удар еще до прилета ракеты. Но вопрос в том, а насколько надежны те системы, которые определяют запуски вражеской ракеты? Насколько надежен человеческий анализ получаемых данных? Что, если техника даст сбой? Что, если человек даст сбой? Что, если у летящей на вас ракеты вовсе не ядерная боеголовка? А ведь ответный удар – это уже без всяких «если» настоящая ядерная война, судный день. Именно эта идея и рассматривается в нашумевшем фильме «Дом из динамита». Кстати, советую посмотреть. В фильме у американского руководства остается 19 минут на принятие решения, запускаем ли ответный удар. И там по сценарию видно, что эта ракета большой дальности, потому что она пущена из Тихого океана, ближе к Корее, России и Китаю, а летит по Америке. Получается больше 10 тысяч километров. А вот теперь представьте, если бы это была ракета небольшой, а, допустим, средней дальности, лететь ей было бы нужно не 10, а 5 тысяч километров. Тогда время на принятие решения было бы не 19 минут, а сильно меньше. В фильме они-то успели даже до министра иностранных дел России дозвониться и поговорить с ним. Успели отследить активность китайских и северокорейских войск. А за вдвое меньшее время что бы они успели сделать? В этом была логика двух сторон по отказу от ракет малой и средней дальности. Потому что одно только существование таких систем приближает мир к ядерной катастрофе. Всегда есть шанс, что техника даст сбой и покажет, что по вам запустили ракету средней дальности. Например, те же томагавки, которая может быть вооружена ядерной боеголовкой. А времени перепроверить все нету. И вы запускаете сценарий ответного ядерного удара. В течение 2010-х годов Америка не раз обвиняла Россию, что та нарушает договор РСМД. Одно из основных обвинений заключалось в том, что Россия создала ту самую ракету 9М-729 комплекса «Искандер», и что якобы у нее дальность превышает 500 километров, что является нарушением договора РСМД. На основании этих обвинений в 2019 году США вышли из договора, а еще спустя полгода он утратил силу. На днях я даже написал пост в своем личном телеграм-канале, где сказал, что эти обвинения США звучат неправдоподобно. Потому что если Россия действительно разработала бы ракету «Искандера» с дальностью, превышающей 500 километров, то уж за 3 года полномасштабной войны мы бы не раз увидели ее применение. А мы этого не видели. И вот, во-первых, Сибига сказал, что применение было и не раз. Во-вторых, в материалах агентства Рейтер другие неназванные украинские чиновники сказали, что Россия начала их применять еще с 2022 года. В-третьих, называется конкретный дальнобойный удар. 5 октября 2025 года по селу Лопаевка Львовской области. Агентство Рейтер получило фотографии обломков ракеты, которые нашли на месте этого удара и показали их исследователю в области глобальной безопасности Джеффри Льюису. Он по маркировкам на обломках определил, что это именно ракета 9М-729. Я тоже давно знаю Джеффри, правда не лично, и полностью доверяю оценке. Также фотографии обломков, предложителя тех же самых, были опубликованы в популярном украинском телеграм-канале «Полковник ГШ». На них мы также видим маркировку 9М-729. И вот теперь самое важное. Если от Лопаевки мы прочертим окружность радиусом 500 километров, то в нее будут попадать только те украинские территории, которые находятся под контролем ВСУ. Ну то есть, для того, чтобы ударить ракетой 9М-729 по Лопаевке, пусковая установка должна была быть либо в очень далеких украинских тылах, либо ее дальность превышает 500 километров. Возникает логичный вопрос. Ну так может, с 2019 года Россия успела модернизировать эту ракету? Раз ограничений-то больше не было, то теперь вот она и летает на 500 плюс километров. Мы уверены, что в этом случае маркировка и название модификации отличались бы. То есть это было бы уже что-то вроде 9М-730. Подводя итог, эти новые скрывшиеся факты говорят все-таки в пользу версии того, что Россия нарушала договор РСМД и действительно давно произвела ракету комплекса «Искандер» с дальностью, превышающей 500 километров. У меня только остается вопрос,
почему Украина так долго об этом молчала, раз ее якобы начали применять еще в 2022 году. Но ответа на него у меня нет. Еще на днях была другая громкая новость, связанная с таким грозным оружием. На встрече с Зеленским глава службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что когда-то давно силы СБУ и ГУР провели совместную миссию на российском полигоне Капустин-Яр, результатом которой стало полное уничтожение одного из комплексов «Орешник». Правда, при этом каких-либо доказательств представлено не было, так что я не могу подтвердить или опровергнуть это. В июле прошлого года украинские беспилотники наносили удар по воинской части в районе Капустина-Яра, но тогда из известных результатов было только поврежденное здание. Хотя не факт, что те удары беспилотников и были этой самой совместной миссией СБУ и ГУР. Может, они провели какую-то тайную диверсию. Такое тоже исключать нельзя. Хотя при этом меня тогда удивляет, что за все это время нигде, даже в каком-нибудь ныне уже заблокированном телеграм-канале ВЧК ОГПУ, не было ни намека, ни слива какого-нибудь. Да и украинские спецслужбы почему-то все это время молчали о такой победе. Подозрительно. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. Пока.